Всем привет! С вами Ирина и канал My DIY Life. Всего несколько дней осталось до Нового года, и вопрос, который волнует очень-очень многих сейчас, что подарить. Сегодня я хочу предложить вам несколько своих идей по изготовлению подарков своими руками. Очень простых и несложных в изготовлении, но при этом очень милых, приятных, и я уверена, что ваш одаряемый будет рад получить такой подарок. Смотрим! Самый простой вариант, если не знаете, что подарить, купить бутылку хорошего вина или шампанского. Ну а чтобы наш подарок сделать более персональным, предлагаю вам сшить на бутылку забавную одежку, свитер и шапочку. Выкройка простейшая. Шаблон, как обычно, будет в описании под видео. Для такой одежки, кстати, прекрасно подойдет какой-нибудь старый ненужный свитер, желательно только машинной вязки, чтобы полотно не расползалось при раскрое. Свитер у нас покроя реглан. Сначала сшиваем рукава с основными деталями. Края можно просто подшить, а можно отделать декоративной тесьмой, обвязать резинкой, в общем, украшайте на ваш вкус. Я пришила к красному свитеру белые полоски из фетра. Нашиваем отделку на воротник, рукава и низ свитера. Прошиваем боковые швы. Выворачиваем. У меня у машинки нет оверлока, и чтобы спрятать необработанные края, отворачиваю отделку и просто приклеиваю на клеевой пистолет. Это быстрее, чем пришивать. Свитер я решила отделать вот такой декоративной тесьмой из фетра в виде снежинок. Я купила ее в прошлом году в фикс-прайсе. Можно приклеить любую фетровую аппликацию на ваш вкус. Шапочка – это просто длинный прямоугольник, сшитый в кольцо. На нижнюю часть я также пришила и подклеила полоску фетра. Верхнюю часть собираем на нитку и выворачиваем. Из белой пушистой пряжи делаем помпон и приклеиваем на шапочку. Еще один вариант оригинально подарить какую-нибудь приятную мелочь – упаковать ее в варежки. Их я сделала из того же трикотажа. Просто прошиваем две детали варежки по периметру и выворачиваем. Варежки я украсила все теми же фетровыми снежинками из моей тесьмы. А край обшила пушистой пряжей. В варежке я упакую специи для глинтвейна. Для этого набора я сделала звездочки из апельсиновой кожуры. Вырезала формочками для печенья, положила между двумя картонками, чтобы не деформировались, и высушила в духовке на слабом огне. Добавляем к нашим звездочкам палочки корицы, сушеный имбирь, мускатный орех, звездочки бадьяна, кардамон и душистый перец. Осталось сложить специи в пакетики и разложить по варежкам. И, конечно, какой же глинтвейн без специальных чашек?
Я купила совсем простенькие, и их я буду расписывать. Вырезаем нужный рисунок и вкладываем в чашку. Чтобы рисунок плотно прилегал к стеклу, можно набить чашку мятой бумагой. Не так давно я купила на распродаже несколько маркеров по стеклу под обжиг. Для посуды лучше использовать именно обжигаемые краски, так как мы ее часто моем, а краски под обжиг гораздо прочнее необжигаемых. Это мой первый опыт работы с подобными маркерами, я ожидала, что ими будет удобно рисовать тонкие линии, и, честно говоря, разочарован. Они довольно толстые и очень бледные и прозрачные. Обводить контур мне ими совсем не понравилось. Я в итоге взяла старый добрый контур по стеклу. А вот раскрашивать вполне удобно, с ними легко управится даже ребенок. Второй рисунок я обводила уже сразу контуром по стеклу под обжиг. Кстати, такая роспись – отличный способ буквально за 15 минут превратить банальную кружку, бокал или тарелку в отличный подарок. Вы можете сделать какую-то личную надпись, нарисовать что-то специально для вашего одаряемого, наконец, просто добавить кружке смешные глазки, и это будет уже совсем другая история, чем просто кружка. У меня целая подборка забавных снеговичков одной французской художницы, на случай, если вы захотите сделать целый сервиз. Я оставлю ссылку на них в описании. После высыхания контура раскрашиваем мелкие детали, также маркерами. И отправляем чашки обжигать. Ставим их обязательно в холодную духовку, постепенно нагреваем и держим при температуре и времени по инструкции на ваших красках и контурах. У разных фирм оно разное. Я ставлю на 40 минут на температуру 160 градусов. Осталось собрать наш набор для глинтвейна. Я взяла подходящую по размеру коробку от посылки, вклеила туда перегородки и обернула крафт-бумагой. Кладем в коробку бутылку в свитере, расписанные чашки и варежки со специями. Наш набор для глинтвейна готов! Еще один вариант подарка для кого угодно, что-то вкусненькое, приготовленное своими руками. И, несомненно, самый новогодний вариант вкусности – это имбирное печенье или имбирные пряники. Итак, берем стакан сахара, у меня коричневый, но можно взять и белый. Стакан темной патоки, она нужна для цвета и консистенции печенья. Ее можно заменить на мед или светлую патоку, только тогда замените 50 грамм муки на какао для правильного цвета печенек. 200 грамм размягченного сливочного масла, 3 яйца и 6 стаканов муки. Я половину муки беру цельнозерновую, так пряники получаются более рассыпчатыми, но можно и всю брать обычную. И главное, без чего пряники не пряники, это, конечно же, специи. Я положила 2 чайные ложки корицы, 3 чайные ложки имбиря, 2 чайные ложки кардамона, 2 чайные ложки мускатного ореха, ложку гвоздики и ложку душистого перца, а также по чайной ложечке соды и соли. Пряностей, как вы видите, довольно много. Я люблю, когда печеньки прям пряные-пряные, и мне их всегда мало пряностей в рецепте, поэтому всегда больше беру, чем написано. И тут тоже увеличивала дозу по сравнению с исходным рецептом. Если не любите сильно пряное, делите все, кроме соды и соли, пополам. Все наши ингредиенты смешиваем вручную или миксером. Вот и все, тесто готово. Если получилось слишком вязкое, можно добавить немного муки. Собираем в ком и отправляем его отдохнуть в холодильник на пару часов, можно и на ночь.
Достаем наше отдохнувшее тесто, накрываем пергаментом и раскатываем в пласт. Можно сделать потолще, миллиметров 8, тогда это будут пряники. А если раскатать совсем тоненько, миллиметра 3-4, у вас получатся хрустящие печеньки, которые скандинавы называют пиперкукас. Пришло время извлечь все ваши запасы формочек, а заодно позвать помощников. Дети занимаются этим с огромным удовольствием. Печеньки удобнее выкладывать на лист пергамента и на нем уже переносить на противень. Заполненный противень отправляем в разогретую духовку минут на 8-10, а пока печется первый лист, заполняем второй, ну и так далее. У меня получилось около 5 полных противней. Даем печенью хорошо остыть и можно украшать. Глазурь для украшения тоже очень простая. На 2 яичных белка около 250-300 грамм сахарной пудры. Их нужно хорошо размешать вручную или миксером. Ну а теперь самая увлекательная роспись тех печенек, которые дожили до этого момента. Доживают не все. Выкладываем несколько ложек глазури в кондитерский мешочек или обычный прозрачный файл. Обрезаем кончик и начинаем творить. Очень простой и эффектный вариант росписи – вот такими зигзагами закрасить печеньку и украсить сверху нарядной посыпкой, снежинками или блестящими шариками. Ваши маленькие помощники, несомненно, будут рады помочь и здесь. И только представьте, как рада будет бабушка получить в подарок мешочек такого печенья, собственноручно украшенного внуком или внучкой. Глазурь высыхает очень быстро, минут через 15-20, и вам остается только хорошенько спрятать ваше печенье, чтобы домашние не уничтожили его раньше времени. Оно отлично хранится в завязанном пакете или жестяной коробке несколько недель, хотя у меня ни разу долго сохранить не получалось. Ну и поскольку печеньки будут есть с чаем, покажу, как можно красиво и необычно подарить чай. Покупаем упаковку какого-нибудь чая в пакетиках с новогодним вкусом. Из тонкого гибкого картона вырезаем четвертинку круга и скручиваем в конус. Берем гофрированную бумагу, у меня вот такая красивого серебряного цвета, и оборачиваем наш конус, подклеиваем на горячий клей. Снова берем нашу пачку бумаги и отрезаем от края около 5 см, захватывая сразу всю пачку. Эту пачку разрезаем на стопочки прямоугольников, а прямоугольники скругляем так, чтобы получились листочки. Так очень быстро можно получить много-много листочков. Теперь скручиваем кончик каждого листочка между пальцами, чтобы придать ему объем. И подклеиваем наши листочки к конусу на клеевой пистолет. Получается очень красивая воздушная елочка. Теперь берем нашу пачку чая в пакетиках, пакетики вынимаем, а на коробке делаем полукруглую прорезь у самого донышка. Оборачиваем коробочку той же гофрированной бумагой. Подклеивать можно на двусторонний скотч или тоже на клеевой пистолет. Складываем чай обратно в коробочку. Надеваем сверху нашу елочку и вуаля, у нас получилась чайная елочка.
Ну что ж, я надеюсь, что благодаря моему видео у вас будет решен вопрос, что же подарить вашим родным, друзьям и близким. Я специально выпускаю это видео чуть-чуть раньше, чем обычно, раньше конца недели, для того, чтобы у вас было еще несколько дней в запасе, чтобы подготовить подарки. Если это видео было для вас полезным, то, как обычно, не забывайте ставить большие пальчики вверх и подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить уведомления о новых выпусках. В следующем году будет еще больше интересного. Ну а на сегодня все. Всем пока!